Любите атмосферные мистические истории, от которых пробирает дрожь до костей? Тогда вам обязательно понравится канал Крипто. Голос автора отлично вписывается в истории, а неспешное повествование позволит максимально погрузиться в мир мистики. Рекомендую и вам раствориться в атмосфере, что создает Крипт в своих роликах. Ссылка на канал в закрепленном комментарии под этим роликом. Я не знаю, верите ли вы в мистику или нет, но после этого случая, который произошел со мной позапрошлым летом, я убежден, что все события в нашей жизни имеют не только материальную и духовную составляющую. И это касается всего, от банального обсуждения кого-то с коллегами по работе, после которого становится мерзко и неприятно на душе, до нашего личного физического самочувствия. А после того случая, который произошел со мной, я с уверенностью могу сказать, что я своими глазами видел то, что сейчас боится все население земного шара. То, от чего сейчас в панике ищут вакцину либо лекарство. То, что многим из нас стоило потери здоровья и работы, а многим, к сожалению, и жизни. И в момент нашей встречи оно имело человеческий облик. Итак, начнем. Это было жаркое лето 2018 года. В то время я занимался изготовлением и продажей комбикормов для скота. Да, сейчас большинство молодежи предпочитает работу в офисе, со всеми вытекающими плюшками, такими как кофе-брейки, ланчи и прочими модными словами. Но я пошел по другому пути. Сам я родом из простой сельской семьи, с детства был приучен к труду. Для того, чтобы выжить, мои родные всегда держали небольшое хозяйство, что, во-первых, обеспечило нас экологически чистой едой, а во-вторых, с продажи нашей продукции мы всегда имели живые деньги. Окончив школу, я поступил на заочное обучение в один из университетов, а сам продолжил помогать своим родным по хозяйству. А спустя несколько лет организовал собственное производство комбикормов. Тем более этому располагало буквально все. Сначала я несколько раз в неделю на нашей семейной газели выезжал на колхозный рынок райцентра, где сбывал комбикорм в розницу. Но потом случайно познакомился с владельцами двух небольших ферм, которые и выкупали у меня практически всю мою продукцию. И для продажи в розницу оставалось совсем ничего. В общем, дело у меня пошло. Я думаю, что большинство из тех, кто имеет собственное дело, подтвердят правильность всем известной фразы: «Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам». Так и я, после нескольких неприятных случаев, уволил всех помощников, которые помогали мне в реализации товара, и стал сам развозить товар клиентам. Рабочих лишь оставлял на производстве, потому как сделать сам все физически не успел бы. Со временем те два моих основных клиента увеличили поголовье скота, и мои продажи выросли соответственно. Да, порой я так уставал, что в конце рабочего дня попросту не чувствовал ног. Но я знаю, к чему иду и чего добиваюсь, поэтому старался из последних сил. Несмотря на то, что я проживаю лучшие молодые годы, и мне, как всем, хочется погулять, работа стала для меня основным моим занятием. Впоследствии эти два фермера меня рекомендовали другим своим знакомым, которые также занимались скотом, и как следствие я регулярно наращивал мощность производства. Все вышеперечисленные факторы воспитывали во мне прагматичного и расчетливого человека. Такие вещи, как суеверие и прочая чепуха, меня вообще мало волновали. Я верил во всеобъемлющую и надежную силу зеленого Франклина, и это проявлялось во всем. Также я любил во всем четкость и порядок.
Всем своим рабочим я поставил четкие правила и условия, единожды нарушив которые они получали жесткий штраф. При повторном нарушении я сразу увольнял. На меня не действовали никакие просьбы и мольбы. Я знал два слова – это «да» либо «нет». Противного не дано. Я знал, что иначе бизнес не построить. Так и продолжалось до того злополучного случая, который в корне изменил мое мировоззрение. В тот день я занимался отгрузкой комбикормов своим клиентам. Сначала я развез корма по точкам перекупщиков, которые сбывали в розницу, а потом поехал на ферму одного из основных своих клиентов. Они занимались производством яиц и мяса курицы. Я, как обычно, заехал на территорию фермы и поехал прямиком к ангару, который являлся складом. Там я собственными руками разгрузил корм, а потом управляющий мне отдал деньги. Когда я положил деньги в карман, то стал на минутку перевести дух и отрусить свою одежду. Данный склад располагался в самом дальнем углу территории, рядом с которым была широкая бетонная площадка и бетонный забор. Вечерело и начало быстро смеркаться. Небольшая часть площадки была освещена, но большая ее часть погрузилась во тьму. Так вот, я стоял и отрухивал свою одежду, как услышал странный шоркающий звук. Я поднял голову и прислушался, чтобы понять, откуда этот звук исходит. Звук был еле слышен. Я стоял и прислушивался. Звук немного усиливался. Я повернул голову в сторону темной площадки, как со стороны забора в сторону цехов с птицей идет старая бабка. В руке у нее была большущая метла, которой она и цепляла бетон, откуда и появлялся этот странный звук. На первый взгляд ничего странного я не заметил. Ну да бабка как бабка, но зачем ей такая большая метла? Да и вообще, что она делает здесь в темноте? И в этот момент так сильно повеяло гнилью, скорее это было похоже на трупный запах. Меня аж стошнило. И так как рабочее время давно закончилось, да и работники фермы в основном были молодыми, я взял и окликнул ее со словами «Добрый вечер!». На что бабка резко повернула голову и посмотрела на меня своими глазами. Повторюсь, я парень далеко не из пугливых и тогда не верил ни во что, но от ее взгляда мурашки пробежали у меня по всей коже. В нем было что-то страшное, я бы сказал даже обреченное. Мне это напоминало взгляд человека, который понимал, что делает зло, но по-другому он не может. Очень странный или даже страшный взгляд. Она ничего не сказала мне в ответ, а лишь продолжила идти в сторону цеха с птицей. Через несколько минут она скрылась за поворотом. Блин, странная бабка, но самое страшное – это ее взгляд, подумал я. После чего сел в машину, завел мотор и поехал к проходной. Сторож, который уже меня знал, сразу открыл ворота, и я спокойно выехал и двинул в сторону дома. На следующий день, как и вчера, я прямо с утра поехал по розничным точкам, а потом планировал заехать к еще одному оптовому покупателю и отгрузить корм. Так вот, как и в предыдущий день, на ферму до оптовика я добрался уже вечером, когда стемнело. Этот фермер занимался выращиванием свиней, причем данная порода отличалась очень быстрым ростом и набором массы. Я помню, как фермер мне говорил, что эта порода очень дорогая, и привез он ее из-за границы. И также он очень тщательно подходил к выбору кормов. А меня ему посоветовал его товарищ, который занимался курицей, у которого я был вчера. Прибыв на ферму, я как всегда разгрузил мешки с кормом и получил наличные. После чего, не отдыхая, не отряхивая одежды, сел в машину и двинул к выходу. Когда я выехал из территории фермы, то повернул направо и поехал вдоль длинного бетонного забора, которым была окружена ферма.
Вся территория фермы была хорошо освещена, и вдоль забора также имелось освещение. Но в этот раз то ли что-то с проводкой случилось, то ли еще возникла какая-то поломка, но в конце забора света не было, и мне пришлось включить дальний. Как только я включил дальний, то чуть не обомлел. Метрах 20 по курсу моей машины, прямо по центру дороги, стояла она. Именно та старая бабка, которую я видел вчера. Но в этот раз в ее руках были грабли. Она стояла прямо на дороге, подняв грабли кверху, и смотрела на меня. Прямо через вентиляционные дефлекторы своей машины я учуял уже знакомый трупный запах. Это был тот страшный и обреченный взгляд, который я видел вчера. И меня как током пробило. Повторюсь, я не был суеверным, но эта бабка была не похожа на живого человека. Она мне напоминала фантом из параллельной вселенной, и возникла она мгновенно, как бы из воздуха. Я резко ударил по тормозам и нажал на клаксон. Пару минут бабка стояла с поднятыми граблями и смотрела на меня, а потом растаяла в воздухе, как будто ее и не было. Я взял бутылку с водой и сделал несколько глотков. Мои руки трусились, как будто я увидел нечто неземное. Сердце бешено колотилось, я не мог понять, сон это или явь. Постояв так минут 5, я потихоньку тронулся и поехал домой. По приезду я долго не мог уснуть. Меня никак не покидала мысль об этой бабке. Но все же я уснул. Меня разбудил утренний звонок. Звонил один из моих оптовых клиентов. Тот, который занимался мясом курицы и яйцом. Я поднял трубку, но вместо привычных «здравствуйте» или «добрый день» услышал следующее. Ты зачем это сделал? Сука, ты за все заплатишь. Мы же, с тобой сколько лет работали, и даже несмотря на то, что у тебя цены далеко не самые дешевые, я нахрен не менял поставщика. Я молча выслушал его, а потом спокойно сказал: «Михаил Васильевич, утро доброе. Что у вас произошло? Чем я провинился перед вами или что я нарушил?» Я думал, что моя спокойная речь немного утихомирит моего партнера и собеседника. Но в ответ я услышал: Да? Как ты, смеешь задавать такие вопросы? Ты знаешь, какие убытки ты мне нанес? Я отдал твой корм на экспертизу. Встретимся, в суде. И бросил трубку. Я сел на кровати, как оторопевший. Я не мог понять, что произошло, чем я не угодил ему, и при чем тут мой корм. Потом я пришел в себя, встал, умылся, выпил кофе, собрался и, не позавтракав, уехал к этому заказчику. Из-за стресса есть совсем не хотелось. Так как это был один из моих ключевых клиентов, то я отменил все отгрузки и поехал к нему для того, чтобы разобраться. Когда я подъехал к ферме, то увидел, что ворота открыты, а во дворе лежит огромная гора мертвой птицы. Рабочие в масках выносили ее из цеха и складывали в кучу. Я вышел из машины и подошел к воротам. Там стоял сторож и нервно курил. По его глазам было видно, что он очень подавлен. От привычной мне улыбки на его лице не осталось и следа. «Здравствуйте. Что произошло?» – настороженно сказал я. Сторож повернулся ко мне. В его глазах была смесь некой обиды и растерянности, и он ответил: «А, это ты? Привет. Скажи мне, где ты взял этот корм? У нас сдохла вся птица, не осталось ни одной курицы. Хозяин в таком бешенстве. Приезжала специальная лаборатория, взяла корм на анализ». Знаете, сейчас я затрудняюсь вам ответить. Этот корм был произведен у меня в цеху с того же сырья, как и всегда. Я сейчас сам в растерянности. Не успел я договорить, как услышал страшные крики хозяина. «Ага, вот и ты сам пришел, негодяй. Ты за все, слышишь, за все ответишь перед судом.
Я отдал пробы твоего корма в лабораторию и скоро получу ответ. Я попытался его утихомирить. Михаил Васильевич, я клянусь вам, что с моим кормом все в норме, и он тут ни при чем. И я сам с нетерпением буду ждать результаты анализов, чтобы вы убедились в том, что причина этой беды не в корме. Но хозяин фермы не унимался и, непрестанно ругаясь, ушел в сторону кучи мертвой птицы. Я молча развернулся и пошел в сторону своей машины. В моей голове был хаос, и меня сильно трясло. Я не мог понять, что многие годы, которые я отдал для того, чтобы заработать себе имидж надежного поставщика качественного корма, в один миг стал перечеркнутым. Но не успел я доехать к своему цеху, как мне поступил телефонный звонок, но уже от второго моего ключевого заказчика, который занимался свиньями. В трубке я услышал уже знакомые мне слова, которые совсем недавно слышал от хозяина куриной фермы. Разница была лишь в том, что у этого сдохла только половина свиней, а вторую половину он поместил на карантин. Это также грозил мне судом и прочими расправами. Я также попытался купировать его эмоции аргументами, но мне это не удавалось, и в итоге он бросил трубку. Скажу, что ехать на эту ферму я не стал, так как у меня просто не хватило бы сил выслушивать это все. Я приехал к себе в цех и в срочном порядке собрал всех своих рабочих. Когда все собрались, я сказал: «Всем доброго дня», хотя он не совсем добрый. В общем, у нас с вами большие неприятности. В течение нескольких дней решится дальнейшая судьба нашего предприятия. Не исключено, что мне придется закрыть цех, а вы останетесь без работы. Тогда бригадир цеха, пожилой мужик Николаевич, сказал: «Андрей, а что случилось? Что мы такого натворили-то?» На что я рассказал про мор птицы и скота на обеих фермах. От услышанного рабочие были в шоке и начали шушукаться между собой. Выслушав меня, бригадир спокойно ответил: «Андрюх, сынок, за нами косяков нет. Сырье было то же, что и всегда. Ты скажи, а из розницы тебе не звонили? Как у них-то дела?» На что я ответил: «Блин, Николаевич, а я в панике и забыл их набрать, сейчас наберу». Набрав перекупщиков, которые торговали моим кормом в розницу, я поинтересовался у них, не поступало ли им претензий по поводу корма. На что, к моему удивлению, узнал, что у них все отлично, и они ждут очередных поставок. Признаюсь, после этого звонка у меня на сердце немного отлегло, и я с еле заметной улыбкой сказал: «Твою ж мать, Николаевич, не зря я тебя бригадиром поставил, ты, блин, гений!» А потом крепко обнял его, после чего загрузил машину и отвез корма розничным перекупщикам. Через пару дней меня набрали оба фермера и сообщили, что получили ответ из лаборатории. Корма в полном порядке. После чего извинились передо мной. В ответ я им сказал, что не стоит извинений. Тем более в глубине души я был уверен в своей невиновности. Оба фермера сообщили, что продолжат работать со мной, но чуть позже, так как из-за массового мора птицы и скота корма в избытке. Скажу, что в этот вечер я купил себе бутылку виски и как следует нажрался. Я хотел отметить завершение этого кошмара и переживаний. Я молча сидел и думал обо всем, что произошло, и пытался найти причины произошедшего, какие-то ниточки. Тут я вспомнил об этой странной бабке, которую незадолго я видел на обеих фермах. И что-то там далеко в глубине моей души подсказывало, что она к этому имела непосредственное отношение. Так как я был хорошенько пьян, то мои прагматичные убеждения немного успокоились, и я решил проверить мистическое происхождение этой бабки. Я открыл компьютер и загуглил: фантомное явление плюс бабка плюс метлой плюс граблями. И то, что я увидел, меня повергло в шок. В интернете черным по белому описывали эту бабку, которую я видел дважды.
Там указывалось, что это не что другое, как чума. Да, именно чума. Это фантомное энергетическое воплощение той страшной болезни в виде старухи. Именно той болезни, которая в средние века забрала жизни миллионов людей всех стран мира. Иногда она является людям в образе той старухи, причем на смертность влияло то, что за предмет она держала в руках. Если это метла, то гибли все люди и скотина, а если грабли, то гибли частично, но потом эта тварь могла возвратиться с метлой и подмести всех. Вот тогда я начал понимать, почему куры погибли все, а свиньи частично, и как я сам остался жив, я понять не мог. Скажу, что после увиденного я быстро протрезвел, после чего, несмотря на столь позднее время, а на часах было около 11 вечера, я собрался ехать на свиную ферму, потому как она была гораздо ближе, чем куриная. Так как алкоголь сохранился во мне в виде перегара, да и в моей крови он наверняка был, то я решил ехать на ферму на велосипеде. Минут через 15 я был на месте. Подъехав к воротам, я увидел, что сторож мирно спит в своей кибитке, а освещение так и не отремонтировали, и оно частично отсутствует. Освещена была лишь некоторая часть территории. «О, а это мне на руку», – вслух вымолвил я, после чего поехал к задней части фермы, которая была в поле. Я знал, что там находится открытый навозный коллектор, по которому фекалии стекали в специальную яму. Подъехав туда, я увидел, что прямо возле этой ямы стоит старое полуразрушенное здание. Ранее это могла быть электрическая подстанция, либо насосная. И в этот момент я ощутил тот ужасный запах. И так как я недавно принимал алкоголь, то не сдержался и вырвал прямо рядом с этим зданием. Твою мать, что это за гадость такая? Я должен найти эту тварь. С этими словами я ломанулся к забору. Немного пригнувшись прямо по коллектору, я пролез на территорию. Как и во время прошлого моего визита, половина ее части была не освещена. Воры, добро пожаловать. По-другому я не скажу, вроде бы и хозяин нормальный, а свет отремонтировать не может, про себя сказал я. После чего аккуратно пошел в сторону цеха со свиньями. Не успела дойти, как услышал уже знакомый мне странный шорох. Обернувшись назад, я увидел уже знакомый мне силуэт старухи. К тому же усилился тот неприятный запах, и я с трудом сдерживал рвоту. Она быстро пробежала к забору в том месте, где я его преодолел. В этот раз в ее руках была метла. «Блин, сволочь, она решила убить всех свиней!» Крикнул я и помчался за ней. Не успел я ее догнать, как она, достигнув забор, буквально растворилась в воздухе. Я быстро пролез по коллектору и выскочил наружу. Поднявшись с колен, я увидел, как эта тварь приближается к тому старому заброшенному зданию. Сволочь, видать, там твое кубло. Но ничего, сейчас я тебя поймаю, и ты ответишь за все. За все! Крикнул я и помчался следом за ней. На мои крики бабка даже не обернулась. Она спокойно зашла в то здание и растворилась во тьме. Забежав туда, я видел небольшую бетонную лестницу, которая вела в подвал. Я не растерялся, достал мобильный, включил на нем фонарь и быстро начал спускаться. То, что я увидел внизу, меня повергло в шок. По центру подвала стоял большой деревянный стол, на котором был старый подсвечник с 2 свечами. Свет свечей озарял все вокруг. На длинной деревянной лавке сидела эта бабка и на старой, похожей на пергамент бумаге, пером что-то записывала. Но самое жесткое, что конец пера она макала в чернильницу, в которой вместо чернил было что-то красное. Как я потом понял, это была кровь. Это была ветхая записная книжка, и в ней было очень много записей. При этом стояла сильная трупная вонь, и я еле сдерживался, чтобы не вырвать. Бабка перестала писать, подняла голову и противным голосом сказала: «О, это ты?
Ты еще молод и пока живи. Я, еле сдерживая злость и рвоту, ответил: «И что ты здесь забыла, тварь? Тебя же победили еще позапрошлом веке!» На что старуха страшным и противным голосом засмеялась, при этом показывая свой беззубый рот, с которого шла страшная вонь, и от которого я чуть не потерял сознание, а потом сказала: Ой, мне вас жаль. Люди, вы такие глупые. Я в разных обликах приходила, прихожу и буду приходить к вам всегда. Я могу прийти как чума, как испанка, как тиф, как туберкулез. И скоро приду в новом обличии, от которого вы судорожно будете искать лекарства и вакцину. Я парализую все. Мир, все станет. Но сейчас я забираю лишь животных. Но скоро приду и за вами. «Да пошла ты, никуда ты не придешь, сейчас вон какие технологии, что человечество готово противостоять практически всему». На что тварь опять засмеялась и продолжила: Ты глупый и самоуверенный. Я всегда прихожу и всегда забираю свое. И никакие лекарства и технологии вам не помогут. Вы люди очень слабые и легко поддаетесь соблазну денег и прочих удовольствий. Также легко предаете друг друга и не помогаете нуждающимся. С вами легко, не говоря уже о вашей скотине. Ладно, я свое забрала. Живи пока, скоро увидимся. Сказала эта тварь и буквально растворилась во тьме подвала. Вместе с ней пропали эта лавка, стол и все, что на нем было. И также пропал тот ужасный запах. Я остался один в пустом подвале. После увиденного и услышанного я на дрожащих ватных ногах вышел вон. Сел на велосипед и поехал домой. Ночь я не спал. Я думал о том, что сказала старуха. А ведь она была права. Наутро я узнал, что у этого фермера, где я вчера был, умерли все оставшиеся свиньи. А он, не выдержав происходящего, схватил инфаркт и оказался в больнице, где и скончался. Через некоторое время от внезапного сердечного приступа умер и хозяин птицефабрики. Скажу, что после всего я сделал выводы. Я изменил свое поведение с подчиненными и окружающими людьми. Я стал смотреть на мир по-иному. А самое главное, я искренне надеюсь, что слова старухи про всемирный хаос, который она хочет и может посеять, окажутся блефом. По крайней мере, мне в это очень хочется верить. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.